Всем привет! В прошлом выпуске мы показали кухню закрытой Северной Кореи. В этом выпуске мы покажем кухню закрытой современной Персии, кухню Ирана. Иранская кухня – национальная кухня государства Исламская Республика Иран, расположенного в зоне Персидского залива. Иранская кухня, она же персидская, включает в себя продукты питания, а также способы приготовления пищи, заложенные вековыми традициями иранцев. Сельское хозяйство Ирана производит много фруктов и овощей. По объему выращиваемых фруктов Иран лидирует среди стран Исламского Востока и входит в десятку стран крупнейших поставщиков фруктов в мире. Иран – лидер по поставкам гранатов, второй в мире по финикам и фисташкам, третий по инжиру и вишне, четвертый по грецким орехам и яблокам, седьмой по апельсинам и винограду. Помимо употребления свежих фруктов, здесь сильно распространены традиции сушения фруктов, финики, инжир, персики и абрикосы. Самые популярные овощи иранской кухни – тыква, шпинат, бобы, фасоль, кабачки, морковь, помидоры, огурцы, баклажаны. Рис составляет основу иранской кухни. Здесь можно найти огромное разнообразие сортов и разновидностей риса. На втором месте после риса в иранской кухне находится пшеница, которая представлена в большом количестве сортов и видов. В основном иранские блюда готовят из баранины, говядины или птицы. Из мяса готовят все возможные кебабы, фисенджан, мясные шарики в орехово-гранатовом соусе, абгушт, тушеное мясо с фасолью и овощами, лявянги, фаршированная курица или рыба. Рыбные блюда готовят на северном и южном побережье Ирана, в то время как в остальных регионах страны они не столь распространены. Используются все части рыбы, от икры до головы. Итак, перейдем к самим блюдам. И начнем с рисовых блюд. И первое блюдо – челов. Простой рис, который подают в качестве гарнира к рагу или кебабу. Рис заливают подсоленной кипящей водой и упаривают на медленном огне. В результате получается рыхлый, не слипшийся рис с отдельными рисинками. Катех – рис, который готовится до полного впитывания воды. Это традиционное блюдо провинции Гелян. Дами готовится почти так же, как катех, но к рису в самом начале добавляются другие ингредиенты, например, бобы или другие злаки. Готовят на минимальном огне до полного приготовления. Дами и катех также могут образовывать тахдик. Тахдик – хрустящая карамелизированная корочка, образующаяся на дне кастрюли в результате приготовления риса. Тачин – своеобразный рисовый торт, который является праздничной разновидностью дами. Тахчин включает слой риса и слой курицы или баранины, смешанной с йогуртом, шафраном и яичными желтками. Плов – традиционное иранское блюдо из риса, с начинкой из овощей, фруктов и бобов, обычно в сопровождении курицы или красного мяса. В иранской кухне готовят много разных видов плова. Сабзи с травами и рыбой, любиа со стручковой фасолью и мясным фаршем, албалу с вишней и курицей или красным мясом, мораса плов, украшенный барбарисом, фисташками, изюмом, морковью, апельсиновой цедрой и миндалем. Ширин со сладкой морковью, изюмом и миндалем. Адас с чечевицей, изюмом и финиками. Бакали с садовыми бобами и семечками укропа. Хуабили с изюмом, морковью и говядиной или бараниной. Калам с капустой и различными травами. Зерешк с барбарисом и шафраном. Дампохтак – иранское блюдо из риса с куркумой и луновидной фасолью. Бирьян – блюдо из мясного фарша с жиром, луком, корицей, шафраном, грецкими орехами и мятой, которое подается с запеченными легкими. Горме сабзи
Очень популярная иранская рагу из смеси различных трав. Эта смесь готовится с луком, фасолью или желтым горохом и бараниной или говядиной. Готовая гарме сабзи подается с челов или с тахдигом. Фесенджан – традиционное иранское блюдо. Фесенджан представляет собой птицу, обычно курицу или утку, приготовленную в густом соусе темно-коричневого цвета из гранатового сиропа и молотых грецких орехов. Кале-паче – иранское блюдо из овечьей головы, включая мозг и ножик. В Иране кале-паче обычно готовят в специализированных заведениях и подают рано утром на завтрак, особенно в холодное время года. Кебаб – традиционное иранское мясное блюдо, приготовленное на гриле. В Иране кебабы подают либо с рисом, либо с хлебом. Вот несколько типичных для иранской кухни разновидностей кебаба. Кабаб-кубидех – фарш из баранины или говядины, смешанный с петрушкой и луком. Готовится на шампурах на гриле. Жуже-кабаб – кусочки курицы на гриле. Одно из самых распространенных блюд в Иране. Кабаб-барг – маринованные кусочки баранины, курицы или говядины, приготовленные на шампурах на гриле. Кабаб-торш – мясо, замаринованное в соусе из измельченных грецких орехов, гранатового сока и оливкового масла и приготовленное на гриле. Кабаб-бахтяри – поочередно нанизанные на шпажки кусочки филе ягненка или телятины и куриной грудки и приготовленные на гриле. Ченже – кусочки мяса, приготовленные на гриле и на вертеле. Иранский эквивалент шашлыка. Шашлык – популярный вид шиш-кебаб. В иранской кухне шашлык обычно бывает в виде больших кусков. Кабаб-табей – мясо, которое готовят на сковороде в домашних условиях. Банаб-кабаб – вид шашлыка, который готовят из говяжьего фарша, лука и соли. Челов-кабаб. Блюдо из белого риса челов с кебабом считается национальным блюдом Ирана. Хореш – иранская разновидность рагу, которая обычно сопровождается тарелкой белого риса. Хореш обычно готовят из кусочков мяса с травами и фруктами, приправляя томатной пастой, шафраном и гранатовым соком. У этого блюда тоже много разновидностей, например, хореш-бадамжан – рагу из баклажанов с помидорами, шафраном и абгурех. Абгурех – это очень кислый сок, получаемый путем прессования незрелого винограда или других кислых фруктов. Хареш-фесенджан – рагу с добавлением гранатового сиропа или молотых грецких орехов. Хареш-кюре – тушеное мясо ягненка с кислым незрелым виноградом. Хареш-кейме – тушеное мясо с горохом, картофелем фри и сушеным лаймом. Хареш-карафс – рагу из мяса с сельдереем. Хареш-алю-эсфенаж – рагу из мяса с черносливом и шпинатом. Бакала-каток – гелянское рагу из садовых бобов с укропом и яйцом. Дизи – тушеная баранина с нутом и картофелем. Дизи обычно подают не с рисом, а с хлебом. Кю-кю – взбитые яйца с зеленью или картофелем, приготовленные в сковороде. Традиционно подается на завтрак. Наргизи – иранский омлет со шпинатом. Сирабиж – разновидность омлета с чесноком. Допиаза – карри с большим количеством лука. Лук добавляется в 2 этапа во время приготовления. Отсюда и название, означающее 2 лука. Иранская допиаза обычно готовится из картофеля, лука, куркумы, томатной пасты, сушеных листьев пажитника и специй. Допиаза обычно содержит мясо, говядину, курицу, баранину или креветки, но может быть и вегетарианской. Жошпара – типичные для Центральной Азии и Ближнего Востока пельмени с мясным фаршем и приправами. Жакур-бакур – блюдо из овечьих сердец, печени и почек. Сосис бандари
Традиционная иранская колбаса с луком, томатной пастой и перцем чили. Это далеко не все блюда современной Персии. В следующем выпуске мы покажем изделия из муки, закуски, супы, напитки, а также сладости Ирана. Кстати, на сладости иранская кухня очень богата. Понравился выпуск? Тогда ставь лайк, подписывайся на канал и не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные блюда. Это поможет нам в мотивациях к новым путешествиям. И переходите на канал, там много интересного. Ну а мы погнали в новое путешествие. Всем пока-пока! Продолжение следует.